Здравствуйте, мои дорогие рыбки! Сегодняшний таро-прогноз сделаем для вашего знака зодиака. Расклад на вторую половину месяца февраля. Давайте посмотрим, что же у вас происходит в феврале месяце, а именно с 15 февраля по 28 февраля. Какие же карты вам выпадут в нашем сегодняшнем раскладе? Давайте посмотрим. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, также оставить лайки, сообщения, любые ваши комментарии. Я с радостью на них постараюсь ответить. Я всегда очень рада вашим сообщениям. Итак, давайте посмотрим, что же у вас здесь выпадет. Давайте я попробую выложить карты сначала, да? И мы посмотрим, ой, как интересно, уже интересно, да, что у вас есть. Потому что у вас есть пятерка кубков. Первая карта, карта горя, утраты, может быть, разочарования. Вот смотрит он так разочарованно на эти кубки. То есть что-то пошло не совсем так, как вы хотели, не совсем так, как вам нравилось, возможно. То есть пятерка кубков показывает, что вы вот сосредоточены на какой-то неприятности, на вот этих кубках, которые пролиты, которые разлились, соответственно. Вы не видите то, что за вашей спиной есть какие-то еще возможности, которые стоят еще полными, да, они еще не разлились. И вы должны здесь по этой карте не зацикливаться на том, что у вас не получилось, то, что у вас не работает или что не так пошло, то, что вызывает у вас чувство дискомфорта и подавленности, потому что вы как будто бы не замечаете то, что у вас еще есть, тех возможностей и тех вариантов, которые у вас остаются. Вы зацикливаетесь на неудачах, и вы не можете эту ситуацию отпустить, потому что вы сосредоточены только на том, что не сработало, или на том, что было потеряно. И, возможно, вот это сожаление, которое есть из прошлого, оно тянется из прошлого, оно вас тормозит на вашем продвижении вперед. Карта колесницы-то она сама по себе очень хорошая, потому что она говорит: не сдавайся, двигайся дальше. Это такая очень сильная карта продвижения к вашей цели, к успеху, к каким-то достижениям важных, когда вам нужно сосредоточиться на ваших целях, когда нужно не смещаться с вашего пути, не сбиваться с направления вашего, возможно, не сворачивать куда не нужно, а двигаться четко к вашей цели. Вам нужно как-то адаптировать эту ситуацию под себя. И вот буквально, как будто бы, знаете, если возникают какие-то на пути препятствия, какие-то остановки, какие-то там красный цвет светофора, да, условно какие-то, да, такие проблемы или какие-то поломки этого автомобиля, вам нужно решать эти ситуации и двигаться дальше, но двигаться все равно к своей цели и не обращать внимания на какие-то неудачи или какие-то препятствия, которые у вас в целом возникают и которые вас тормозят. То есть вам нужно разобраться с тем, какая ваша цель, стоит ли ваша цель того, чтобы к ней двигаться, и стоит ли разочаровываться, да, из-за каких-то мелких неприятностей или сосредотачиваться чересчур на том, что у вас, может быть, не сработало. Сосредоточьтесь над своей целью, над тем планом, который для вас на самом деле очень важен, является самым главным, приоритетным для вас в целом. Следующая карта, которая у вас есть здесь, это карта принцесса кубков, это водная карта. Она показывает здесь, что вы должны быть эмоционально открыты. Вы можете получать какие-то предложения о поддержке, о помощи со стороны других людей. То есть вы здесь должны быть открыты сердцем. Это очень творческая карта. Это карта эмоций, да? Это карта воды. Она показывает в целом такую очень живую энергию, которая способна меняться. Все течет, все меняется. И пажи, они обычно показывают молодость, энергию юности и вот такой вот, знаете, какой-то изменчивости, может быть, какой-то спонтанности даже в своих действиях, потому что здесь может быть и какая-то необдуманность по принцессе кубков, которую вы можете проявлять. То есть вам нужно оставаться открытыми, вам нужно быть открытым переменам, и легко относиться к каким-то изменениям, то есть в целом к каким-то изменениям в вашей жизни. Возможно, то, что вы хотели сделать, к чему вы стремились, не сработало так, как вы хотели, но это не означает, что вам нужно остановиться. Это означает, что вам нужно здесь включить какое-то творческое начало и, может быть, что-то поменять немножечко в ваших планах.
Возможно, вам нужно здесь, так как карта смерти выпадает дальше, возможно, здесь нужно будет трансформировать свое отношение к ситуации, потому что карта смерти, она сама по себе не говорит о чем-то трагичном, да, она показывает принятие неизвестного, она показывает отказ у чрезмерного контроля над тем, как все на самом деле будет происходить. Вы чересчур контролировали что-то, и это не получилось. Вам нужно обновиться, трансформироваться, пройти эту метаморфозу и быть открытым каким-то новым возможностям, новым каким-то способом, да, или в целом как-то легче смотреть на эту ситуацию. Какой бы ни была ваша цель, к чему бы вы ни стремились и не двигались, но если что-то не срабатывает, то вам здесь нужно по-любому постараться не растеряться, а задаться вопросом в целом, а вообще это возможно, а могу ли я этого достичь, а что я для этого должен или должна поменять, потому что в целом вам здесь нужно просто внести определенные коррективы, вам нужно быть открытыми, быть более креативными, может быть, и легче относиться к неизвестному, да, вам легче нужно относиться к тому, что происходит, возможно, вам нужно сосредоточиться на своей цели, но при этом как-то, знаете, отказаться от контроля, полного контроля над тем, как это происходит. То есть вам не нужно зацикливаться на том, что что-то не получается, и не нужно пытаться вот всеми способами сделать именно так, как вам нужно. Да, вот если так не получается, постарайтесь что-то, рыбки, поменять в этом способе, может быть, потому что так, как вы хотите, оно не получается, это вызовет еще большее разочарование, если вы будете дальше прессинговать и давить именно в таком направлении. У вас может просто так не получиться. Поэтому надо быть открытым новым способом, новым каким-то вариантом, которые у вас могут быть, и в целом вот таким вот образом здесь трансформироваться. Давайте посмотрим, что здесь еще, вот, собственно, да, вот эта карта десятка жезлов, которая дальше идет после карты смерть, показывает такую загруженность и ощущение давление, которое вы проживаете, и десятка мечей тоже, 2 десятки, как завершение чего-то и возможность понять, что что-то приходит к концу и что-то как будто бы завершается как этап. У вас есть тяжесть от необходимости выполнять какие-то задачи или, может быть, груз какой-то обременительный, который вам тяжело нести. Может быть, вам предлагалась какая-то помощь, а вы ее не принимали, и вы тянете на себе эту большую нагрузку. В целом вы испытываете определенный стресс от того, что вы здесь проживаете вот такую вот ситуацию, соответственно, по этой десятке мечей тоже, потому что у вас вот такое, знаете, болезненное осознание может быть от того, что все не так пошло, как вы хотели, что вы не этого ожидали. Но так вот уже получилось, да, и это подошло к концу, и нужно понять это и двигаться дальше, потому что дальше все-таки карта колесница. Вам нужно, тем не менее, собраться, вам нужно, тем не менее, собрать все свои возможности, все свои силы. И вот эта карта трансформации, карта смерти, трансформироваться, понять, что нужно здесь изменить что-то и в своем отношении, соответственно, в происходящем. И дальше карта девятка жезлов. Вам нужно, несмотря на так называемая карта раненого воина, несмотря на вот эту раненость в этой ситуации, несмотря на вот эту вот сложность, в которой вы находитесь в этой ситуации, вам тем не менее нужно здесь постараться приложить максимум усилий для того, чтобы не сдаться, для того, чтобы дальше, может быть, да, используя все свои навыки, весь свой опыт, всю свою мудрость, несмотря на то, что вам вот здесь тяжело, да, с картой маг, с картой девятка жезлов, то есть все свои навыки, все свои ресурсы используя, все возможности, все равно вести к своей цели эту ситуацию. Возможно, вам здесь нужно подумать, сдаться или не сдаться, да, стоит ли здесь сдаваться или отчаиваться. Или вот несмотря на то, что так вот произошло, все равно нужно двигаться дальше и быть, опять-таки, эмоционально открытыми быть, постараться легче смотреть на происходящие вещи. Возможно, просто попробовать другой метод, другой способ, соответственно, здесь, а не тот, который не работает. И тут же еще и карта восьмерка пентаклей, да, то есть вам здесь нужно будет постараться работать над этой ситуацией, опять-таки прикладывать определенные усилия, звезда, карта надежд, не терять надежды,
возродить, может быть, восстановить в себе оптимизм, восстановить в себе какую-то веру и надежду в то, что у вас все будет получаться и все будет происходить на самом деле достаточно хорошо. Да, у вас предстоит много работы, и вам нужно шаг за шагом очень много усилий здесь прикладывать, то есть такой неустанный труд изо дня в день, когда вы должны внимательно быть к деталям, когда вы должны упорно продираться сквозь трудности какие-то, но вы уверены в себе, и вы понимаете, что вы работаете над дальнейшей своей стабильностью, что вам не нужно сдаваться, то есть у вас здесь достаточно хорошая, на самом деле хорошие карты. Дальше идет карта семерка кубков. Семерка кубков. Страшный суд, тройка пентаклей, тройка кубков. То есть у вас может быть хорошее окружение, люди, которые вам помогают, которые готовы прийти вам на помощь, соответственно, в любой ситуации здесь. И семерка кубков с картой страшного суда. Ваши действия здесь, они во многом будут определять то, что произойдет и дальше. Да? И поэтому здесь вот вы можете как будто застрять в ситуации, да, думать, что вот это не сработало, да, может быть, стоит сдаться, что с этим делать, соответственно. А можете не сдаваться, можете постараться изменить свое отношение к ситуации и сделать такой выбор, поменять свое отношение, переродиться, изменить в себе это отношение. По карте страшного суда как будто бы кардинально изменить отношение к ситуации, то есть не зацикливаться на неудачах. И вам здесь нужно сделать этот осознанный выбор. Да, семерка кубков, она показывает различные варианты, возможности и потенциал, чтобы вы не отказывались от своей мечты, потому что звезда и семерка кубков — это надежда, это планы. Возможно, вам будет не так легко, да, добиваться этих результатов, но тем не менее вы, скорее всего, приходите к тому, что вы хотите, просто немножечко другим способом, да, другим путем, возможно, не так, как вы хотели, не так, как вы себе планировали и мечтали, возможно, не в том составе людей или не в том коллективе, в котором вы хотели, или не с тем окружением, которое вы хотели, но тем не менее те люди, которые находятся вокруг вас, они вас готовы поддержать. Они готовы здесь вам помочь по тройке пентаклей. Также они готовы здесь оказать любую посильную поддержку, любую посильную помощь, которая вам потребуется, соответственно, и какой-то вот вклад внести в эту ситуацию. То есть сотрудничать, может быть, какие-то компромиссы с вами находить. В целом здесь нужно все-таки отпустить контроль над собой или над ситуацией как таковой и позволить, может быть, вашему окружению вам помочь или самой ситуации разворачиваться так, как оно должно быть, да, плыть по течению и подстраиваться под ситуацию, трансформировать себя, соответственно, и быть более пластичными в происходящей ситуации. Итак, дорогие мои рыбки, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя и до скорого!